Здравствуйте! Начинаем серию роликов о заточке ножа на брусках. То есть ручная заточка. Что для этого нужно? Вот обычный текстолитовый брусок, можно деревянный. Вот такая вот у меня влажная тряпочка. Вот смотрите, брусок, он по столу. То есть начну точить, он будет скользить. Беру вот такой вот тряпочкой его, так вот, влажной. Завертываю его. Ставлю. Прижимаю ее, и все. Теперь нужно большое усилие, чтобы брусок сдвинуть. Он стоит на месте. В зависимости от затупления ножа вы берете определенное количество брусков. Лучше брать вот 4 вида брусков. Вот у меня ножик был средней затупленности. Я взял 40-е зерно, 100-е, 400-е и 2000-е. Если у вас не сильно затуплено, можете 40-е не брать. Это уже для сильного затупления. Это уже прям подвод формировать. Ножик сильно затуплен, может зазубренный есть. Вот 100-е, 400-е и в конце вот 2000-е. Это вот для опасных бритв она совсем вот гладкая. Как буквально как кафельная плитка. Вот такой крупнозернистый. Это 40-е зерно. И все. И видите, стоит на месте. Теперь, чтобы его сдвинуть, нужно большое усилие. А если бы влажной салфетки не было, то тогда бы все по столу вот так бы двигалось. И начинаем. Берем ножик. Теперь нужно нам выставить угол заточки. Заточка должна идти на лезвие. То есть вот оно лезвие. То есть вот таким вот способом. Вот. Ни вот так, ни на себя. Это более качественная заточка тогда будет ножа. Если именно на режущую кромку. Ставим угол определенный. Ну, градусов, наверное, 20. Ставим примерно, вот смотрим, вот он обух, вот она кромка. Немножко его поднимаем, обух, примерно на глаз выставляем. И начинаем вот такими вот движениями, плавненькими, от носика и до пятки ножа. Вот так вот проводить. Давим в одну сторону на режущую кромку, производим давление побольше. Обратно буквально вот по воздуху он идет. То есть обратно не давим. И вот таким вот способом идет заточка ножа. Вот. И точим. Зерно крупное, 40-е. Это вот как раз именно придать ножу. Вот он спуск получается. Вот ножа от обуха к режущей кромке. И теперь мы делаем подвод. Вот она блестящая часть. Вот она. Видите, вот эта вот заблестела кромочка. Это вот называется подвод. И вот этот мы как раз подвод и формируем, чтобы ножик резал. И вот примерно берем градусов, наверное, 20. Ну, даже, наверное, 15, пусть 17. Примерно вот выставили. Если сильнее обух опустите, ножик будет, значит, режущая кромка будет тоньше. Но, опять же, сильно тонкую сделаете, ножик быстро будет тупиться. И вот поэтому ищите что-то средненькое. Ну, градусов, наверное, от 15 до 20 градусов примерно угол заточки будет. Вот, выставили. И начинаете формировать подвод. Давим и поехали. И точим до той степени, пока вот здесь не появится заусенчик на обратной стороне. То есть вот так вот ногтем пробуем. Заусенчик должен появиться. Как только он появился, значит переходим на другую сторону. А до тех пор точим вот эту сторону, пока не появится заусенец по всей режущей кромке. И вот такими движениями начинаем. Носик немножко все равно придется, вот если угол у вас, вот вы взяли вот такой вот определенный, носик все равно немножко придется поднять. То есть вот он, чтобы его подвод как раз попал в заточку. Если будет одинаковый, то одинаковый угол носика и, допустим, средней части или вот этой вот пятки ножа, то носик будет у него другой угол заточки получится. Поэтому все равно немножко его придется чуть-чуть, то есть приподнять, а обух
все равно немножко получится вот движение опустить. И вот такими вот движениями начинаем. Можно так вот. Но эффективнее, конечно, по всей режущей кромке. Вот. И смотрим. И вот такое вот дело делаем. Вот так вот. То есть заточка, вот, допустим, так, она не пойдет. Нужно, чтобы плавно, вот как бы он входил в плоскость. Тогда и заусенцы убираются, и плавность заточки происходит. Прочно держим его. Угол не меняйте во время заточки. Немножко можно отдельно носик вот взять. И начинаете входить в подвод. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Вот он, видите, блестит. Вот. Смотрим, вот. Смотрим вот на этой стороне. Все, заусенец появился. Переходим на другую сторону. Та же процедура, такой же угол примерно выдерживаем. И начинаем. И можно вот так сначала немножко носик взять, потом перейти. И вот точно. Сейчас убираем заусенчик. Вот этот, наша задача убрать. Немножко появился абразив. Его нужно сейчас нам убрать. Буквально там, да любую тряпочку. Взяли. Стружку эту убрали. Металлическую. Камень тоже. Он же откалывается частички. Убираем. Чтобы с абразивом он не мешался. Все. Чистый. Начинаем. И опять же вот такие движения. Давайте посмотрим. Ну, вот что получается у нас. Там подводик. Но еще точить надо. Точим опять, смочим камешек немножко. Можно мыльной водичкой, я обычной. Камень должен быть обязательно мокрый, потому что будет сухая заточка, хуже будет точиться, хуже сниматься металл. Можно даже капельку масла добавить, ничего страшного не будет. Можно мыльную водичку, еще лучше будет точиться. И точим. Надо побыстрее немножко, надо побыстрее, ну. Побыстрее начинаем работать. Тоже, чтобы долгое время ваше не занимать. Ну, это руку набьете, это будет быстро. В неделю раза два такая процедура, 3, и дело пойдет. Старайтесь работать по всей плоскости камня, не только вот посередине, потому что будет выработка. То есть вот такая яма, потом будете точить и в яму кромку эту бить. И нож будет тупиться, и непонятно, почему он не затачивается. Да потому что он в яме, вот в такой вот. Поэтому потом надо будет камень выправлять. Брать его, притирать. Обязательно, чтобы ровная поверхность была. Но он все равно вырабатывается, хоть как. Потому что с краев работаете меньше, больше вот на этой части. Тоже. Так что это тоже немаловажный вот этот момент. Ну все, в принципе, вот она получилась. Теперь переходим на другой камешек. Этот убираем, берем более мелкий. И вот так вот от крупного к мелкому. Вот. Уже мокренький, я их в воде держу. Можно потом взять, допустим, поработали. Можно его окунуть, помыть, обратно положили в воду. Можно тряпочкой стереть, как вам удобно. И начинаем. Вот с этой стороны, с которой начинали, с другой. И начинаем по всей. Вот видите, аж вода течет. Камень помельче. И начинаете ту же самую процедуру. Давите вот в эту сторону. А обратно холостым ходом идете.
камень уже поменьше. Я вот ножик сейчас на две части делю. Не получается в один проход. Пятка, серединка. Вот она, пяточка, на серединка, вот он носик. И, видите, образуется. Вот этот камень помягче, видите, образуется вот такая вот жижица, кашица. Ее тоже надо убирать. Сейчас мы ее уберем. Окунули. И начинаем. Смотрим заусенец. Так, вот мы точили. Вот. Вот что получилось. Смотрим. Сейчас все равно заусенчик. А все, заусенец появился. Переходим на другую сторону. Ну, точим. Камень чистить надо. Все, сполоснем его. И ножик тоже стороной пройдемся с этой немножко. И с этой. И перейдем на другой камень. Вот достаем брусок помельче. Такой вот. Немножко вот выбоинка, но мы до нее не дойдем. И начинаем ту же самую процедуру. Это совсем мелкий. Попадаем в подвод. И убираем заусенцы. Видите, черный образуется. Оно ж, когда попадаете вот четко в этот подвод, оно ж свистит. То есть вы точно в нем. Потому что уже сформировался угол, и вы вот только его ножик держите, и он прямо в нем работает, в этом подводе. Это вот надо как бы чувствовать, чтобы угол заточки не менять. Давайте поглядим. Вот он, четко. Видите? Подводик. И начинаем с другой стороны. Такое давление все равно не сделаете, чтобы вся вот это вот дело, оно каталось. Ну вот, наверное, и хватит. Вот он какой хороший получился. Все, теперь берем самый маленький абразив. Это вот для заточки опасных бритв. Тут уже где-то 1000-е. Был раньше старый брусок, маленький, но зато такой гладкий. Тут даже, наверное, не 1000-е, тут 2000-е. Ну, маркировки нет, но очень гладкий, вот просто как керамическая плитка. И вот ту же самую процедуру, это он мне как бы в наследство достался. Ту же самую процедуру мы проделаем на нем, ставим в угол заточки, который был подвода нашего. Сейчас ножик на две части будем тогда делить. И точим. Убираем заусенчик вообще. И вот эту вот заднюю часть ножа.
как бы риски. Мы все время, это получается уже мы полируем. Мы все время убираем. После 40-го зерна были крупные риски. Потом мы взяли помельче брусок. Мы их, то есть, делаем, риски убираем. И вот в конце мы вообще убираем риски. Вот, все. Это получается уже своего рода даже полировка. И со второй стороны. Тут даже абразива нету. Смотрите. Ну вот немножко. Так что мыть его, может, даже протрем все равно. Даже уже абразива и нету. И опять. Также ножик на две части разделим. Одну часть, вторую часть. Вся, видите, весь не влазит. Брусочек маленький. Ну, для опасной бритвы, она же небольшая. Кстати, очень твердый брусок. Абразива практически нету с ножа. Ну вот сейчас посмотрим конечный результат. С другой стороны чуть-чуть пройдем. И с этой. И все. Можно еще на коже пройтись, чтобы ножик в бритву заточить полностью. Но мне такая заточка не нужна, поэтому до бритвы я не дохожу. Что у нас получилось? Вот смотрите. Вот одна часть. И вот вторая часть. Ножик очень острый. В этом видео мы заточили ножик на абразивных брусках. В следующем видео покажу, как точить на наждачке. Потому что не у всех есть вот такие вот комплекты брусков. Наждачку можно буквально там приобрести, она стоит очень дешево. В любом строительном магазине или на хозяйственном рынке. Спасибо за внимание. Всем до свидания. Подписывайтесь на канал.